Год назад, в ноябре 2023 года, Таиланд увеличил безвизовый режим для россиян. Прибывающие в королевство получали штамп на 90 дней. К сожалению, это была временная мера, и действовали эти правила только до конца апреля 2024 года. Но вот наступил очередной ноябрь, и, может быть, история повторится предстоящей зимой. А пока хотим показать один из самых популярных жилых комплексов Паттайи для отдыха с детьми. Это Лагуна Бич Резорт 2. Находится кондоминиум в южной части города в районе пляжа Джамтьен. Возможно, вы слышали еще о двух одноименных комплексах. Это Лагуна Бич 1 и Лагуна Бич 3, также известные как Мальдивы. Все они схожи по замыслу, и в процессе обзора мы сравним их так, как были в каждом. Что выгодно отличает именно Лагуну Бич 2 от других собратьев, это место расположения. Во-первых, прямо в шаге от основного входа в комплекс находятся два полноценных супермаркета 7-Eleven и Tops Daily. Здесь можно купить полуфабрикаты, готовые обеды, свежие фрукты и овощи, мороженое, алкоголь, косметику и любые туалетные принадлежности. Кроме того, вокруг дома с десяток разных уличных кафе, фруктовые лавки, массажки, обменник, прачечные, в общем, абсолютно все, что нужно для длительного проживания. На этом плюсы не заканчиваются. 5 минут пешком по оживленному проулку, и вы в центре событий на Second Jomtien с полноценным рынком, сотнями кафе, баров, ресторанов, магазинов, банков и так далее. А вот из первой или еще хуже из третьей лагуны идти придется дольше, и частично эта дорога будет проходить через пустыри и лесопосадки со стаями бездомных собак. Эта информация важна именно тем, кто ходит пешком. На байке или автомобиле, конечно же, не так принципиально местонахождение кондо. Даже единственный в Паттайе иммиграционный офис, и тот в пешей доступности. В нем при необходимости можно продлить визу. А еще в 2 шагах от этого офиса почтовое отделение. Оно может пригодиться на случай, если заказали товар с сайта Lazada, он не подошел и нужно оформить возврат. Здесь же можно воспользоваться сервисом Western Union. До набережной и пляжа Джамтьен минут 15-20 пешком. Ну а от Second Jomtien на тук-туках можно доехать куда угодно, хоть до торговых центров на Объездной, хоть до Уокинг-стрит, хоть до причала с паромами на остров Колан. Мы жили во всех частях города, и на севере, и в центре, и на юге, но именно комплекс Лагуна Бич 2 стал нашим фаворитом. Почему же все 3 лагуны так популярны у семей с детьми? Бассейны есть во всех приличных комплексах, а вот детские площадки и аквагорки – редкость. В любом из этих 3 кондо дети точно найдут себе друзей. Покажем нашу квартиру. Прилетели и заселялись мы ночью. Арендодатели заранее оставили ключи на ресепшн у охраны. Утром обнаружились некоторые недочеты, например, нерабочие жалюзи, непригодная посуда, отсутствие вешалок в шкафу и тому подобное. Связались с агентом, и все вопросы были оперативно решены. У нас квартира с 1 спальней и гостиной, совмещенной с кухней. Нам на 2 с дочкой хватило бы и студии, особенно в целях экономии, и за саму аренду, и за электричество, так как в студии 1 кондиционер. Но из доступных студий был только 1 этаж с открытыми во двор балконами вдоль дорожек, то есть под окнами постоянно кто-то будет ходить. Покажем позже. Наш балкон с видом на окрестности. Арендодатель показывал еще несколько квартир на выбор. Другие были с видом на бассейн, то есть во внутренний двор комплекса. Стоимость такая же, но в каждой квартире есть нюансы. Мы выбрали именно эту из-за наличия большого холодильника и стиральной машины. А также 2-3 этажи меня устраивают идеально, можно не пользоваться лишний раз лифтом. Мини-кухня с встроенной плитой на 2 конфорки, как и во всех квартирах. Из техники микроволновка, чайник, сейф, утюг, 2 кондиционера и 2 телевизора. И, как я уже сказала ранее, большой холодильник и стиральная машина. Встроенная мебель во всех квартирах, за редким исключением, стандартная от застройщика. Шкаф и кухонный уголок. Такая же в Лагуне Бич 1. Различаться могут диваны и что-то по мелочам. Постельное белье в нашем случае было в единственном экземпляре. Полотенца 2 штуки, большие, скорее пляжные, чем для дома. Маленькие покупали сами в 7-Eleven. Wi-Fi работает с более-менее переменным успехом на всей территории, но кому нужно постоянно быть на связи, лучше купить сим-карту. Их продают в любом супермаркете, например, в 7-Eleven через дорогу от ресепшн. По всему кондо установлены камеры видеонаблюдения. А вот и апартаменты на 1 этаже с открытыми балконами. Напишите в комментариях, как вам идея жить в таких условиях, как в шоу «За стеклом». Несколько слов о ценах. Стоимость аренды зависит от сезона и продолжительности пребывания. Мы заплатили за месяц 360 евро плюс электричество по счетчику. Это было в сентябре. И бронировали через сайт Airbnb. Студии на этот же период стоили 250-300 евро.
Залог внесли в валюте – $200, которые нам вернули после окончания аренды. Такой способ оказался удобнее, чем заморозить 5000 тайских бат и перед вылетом бегать хлопотать с обменом. Также знаю, что можно найти варианты аренды в группах Telegram, Facebook, ВКонтакте, где цены иногда бывают выгоднее, чем на сайтах. Однако отправлять аванс без гарантий рискованно, и безопасность таких сделок остается под вопросом. А теперь подробнее об электричестве и воде. При заселении не стесняйтесь попросить показать счетчики и зафиксируйте показания. Также заранее уточните у арендодателя стоимость киловатт. Лучше общаться письменно, а не устно. Как оказалось, условия оплаты электроэнергии у всех разные. При разговоре с несколькими семьями, арендующими квартиры в Лагуне, выяснилось, что озвученные им цены за киловатт отличаются. И в любом случае это приличная сумма сверх арендной платы. Например, у нас за месяц вышло около 2000 бат, хотя старались экономить, а у друзей за аналогичную квартиру сумма оказалась даже больше. Сейчас идем на ресепшн, покажу, где можно взять ключ от комнаты с электросчетчиками и самостоятельно проверить показания в любой момент. На каждом ключе написан номер корпуса и номер этажа. В журнале обязательно укажите время взятия и возврата ключа. Такая бдительность относительно оплаты за электричество связана не только с неразберихой в ценах. Несколько лет назад, когда мы арендовали квартиру в Лагуне Бич 1, агент пытался повесить на нас долг за месяц, который был до нашего заезда. Он заселил нас без комментариев и уехал. Хорошо, что я интереса ради попросила офисного сотрудника комплекса показать, где находится счетчик, и зафиксировала показания на фото. В итоге удалось обойтись без конфликтов. При выезде агент назвал сумму к оплате вместе со старым долгом, но я показала фото, и он сразу извинился, мол, ой, точно ошибся. Также стоит заранее уточнить и вопрос оплаты за воду, хотя суммы здесь обычно небольшие по сравнению с расходами на электричество. У нас вода была включена в стоимость аренды, но наши знакомые платили за нее отдельно по счету. Основной большой бассейн с несколькими зонами джакузи, а также детская площадка, тренажерный зал и сауна находятся на 2-м уровне. Во время нашего отдыха сауна не работала. Пара слов о пляжах. В самой Паттайе мы не купаемся. На Джамтьеновский пляж ходили только погулять вдоль берега и белок покормить, которых там тьма на пальмах. А для купания лучший и самый бюджетный вариант – уехать на паромах от пирса Бали Хай-Пьер на Колан. По приезду на остров от порта идут тук-туки до разных пляжей, например, Тиен-Бич или Манки-Бич. Под лестницей, которая рядом с душевыми и сауной, туалеты для общего пользования. И еще 2 бассейна на уровне первых этажей. И тут же есть прямо внутри комплекса мини-маркет и массажный салон. На подземном этаже парковка и мусорные баки. Во время нашего отдыха у дочки был день рождения, и лучшее, что мы нашли, где развлекут детей без нашего участия и по адекватной цене, это детский клуб «Фантаси» в отеле Royal Cliff Beach. Чисто, много разных игрушек, в определенное время проходят мастер-классы. Детей старше 4 лет можно оставить без присмотра родителей. При этом не обязательно быть гостем отеля. Есть небольшая разница в цене для проживающих и пришедших с аутсайд, но не критичная.
Трансфер из аэропорта Бангкока заказывали на сайте Pattaya Transfer за 1200 тайских бат. Аванс не требует, оплата наличными на месте. Автобусом дешевле, и есть те, что идут до автовокзала Джамтьен, от которого пешком до второй лагуны идти минут 20-25. В аэропорту курс обмена валют, конечно, менее выгодный, чем в городских обменниках, а лучший курс из тех, что в городе, по моим наблюдениям, вот в таких желтых киосках. Ближайшие из них найдете напротив кафе «Кис». Кстати, это одно из наших любимых кафе, знаем его много лет. Большой выбор блюд, цены не кусаются и всегда вкусно. В 5 минутах ходьбы от Лагуны Бич 2 ресторан-буфет, работающий по системе «Все включено». Называется Room for BBQ. За 289 бат можно есть сколько угодно, много и долго. Часть блюд уже готовы, остальное варите или жарите на свой вкус прямо за столом. Напитки оплачиваются отдельно. В гипермаркет Big C выгоднее всего ездить перед закрытием. Скидки будут на охлажденную продукцию, мясо, птица, морепродукты, а также на грибы, овощи, фрукты. Особенно те фрукты, что очищены и нарезаны. Можно купить 2-3 пачки по цене одной. В завершении сравним все 3 лагуны. Строились они почти одновременно. Первую сдали в 2015, вторую в 2016 и третью в 2017 годах. Самая маленькая территория в первой лагуне. Здесь есть бассейн с искусственной волной и зона с песком, где малыши смогут поиграть как на пляже. Самая большая территория в третьей лагуне. Там уйма бассейнов. Во всех есть примерно равнозначные детские площадки, тренажерные залы, парковки. И во всех по 3 варианта размещения – студия, квартиры с 1 или с 2 спальнями. Если остались вопросы, пишите в комментариях, а мы возвращаемся в Египет. И следующий обзор будет об отеле Мовенпик в районе Сома-Бэй, недалеко от Хургады. Сравним его с вьетнамским резортом этой же сети на острове Фукуок, где мы были год назад.